Всем привет! Меня зовут Ольга. Добро пожаловать на мой канал. Друзья, давайте сегодня поговорим о ваших любимых или нелюбимых глаголах движения и узнаем, когда нужно использовать глагол «идти», а когда нужно использовать глагол «ходить» в настоящем времени. Готовы? Поехали! Друзья, запомните, идти и ходить – это двигаться пешком. Мы не используем транспорт. Посмотрите на фото. Это и это глагол «идти» или глагол «ходить». Это и это нет, потому что здесь есть транспорт. Машина – это транспорт. Велосипед – это тоже транспорт. Нам нужен другой глагол. Еще фото. Где здесь глагол «идти» или глагол «ходить»? Правильно. Здесь и здесь. Итак, повторим еще раз. Идти и ходить – это двигаться пешком. Транспорт не используем. Хорошо, скажете вы. Идти – это двигаться пешком. Ходить – это тоже двигаться пешком. Есть разница? Да, разница есть. Запоминаем. Идти – это двигаться пешком прямо сейчас, в данный момент, в момент речи. Например, я сейчас не иду. Я сижу и объясняю вам грамматику. А они сейчас идут. Видите? Слова-маркеры для глагола «идти». Сейчас, прямо сейчас, в данный момент, обязательно в значении в момент речи. Если есть эти слова, мы используем глагол «идти». Например, сейчас Света идет в спортзал. Сейчас Антон идет в кино. Сейчас Таня идет в кафе. Сейчас Миша и Тузик идут в парк. Во всех предложениях есть слово «сейчас». Поэтому идти. Итак, повторим еще раз. Глагол «идти» – это двигаться пешком и делать это прямо сейчас, в момент речи. Глагол «ходить» – это тоже двигаться пешком, но не прямо сейчас. Глагол «ходить» обозначает повторяющееся действие, то есть то, что мы делаем время от времени. Здесь слова-маркеры для глагола «ходить». Читаем. Всегда, обычно, иногда, часто, редко, никогда, каждый день, каждую субботу, 2 раза в день, 1 раз в неделю и другие маркеры с похожим значением. Их очень много. А также глаголы нравится, любить, обожать, ненавидеть и так далее. Все эти маркеры, кроме глаголов, отвечают на вопрос, как часто мы делаем что-то. Многие из них – это наречие частотности. Если есть эти слова,
мы используем глагол «ходить». Сравните. Сейчас Света идет в спортзал. Света часто ходит в спортзал. Сейчас Антон идет в кино. Антон любит ходить в кино. В первом и в третьем предложениях есть слово «сейчас», поэтому мы используем глагол «идти». Света идет, Антон идет. Во втором предложении есть слово «часто», поэтому ходит. Света часто ходит в спортзал. В четвертом предложении слово «маркер» – это глагол «любит». Он тоже указывает на повторяющиеся действия. Поэтому ходить. Итак, глагол «идти» – это то, что мы делаем прямо сейчас, в момент речи. Глагол «ходить» – это то, что мы делаем время от времени, но не прямо сейчас. Или никогда не делаем. Если вы знаете английский язык, то глагол «идти» мы используем в present continuous, а глагол «ходить» в present simple. Это слова-маркеры для глагола «идти», а это слова-маркеры для глагола «ходить». Эти слова нужно знать обязательно. Но помните, слова-маркеры есть не всегда. Учитывайте контекст. Значение – это главное. А сейчас давайте сделаем маленькое упражнение вместе. Подчеркните слова-маркеры, выберите правильный глагол. Готовы? Давайте проверять. Сейчас Ксюша идет в банк. Есть слово «сейчас», поэтому идет. Иногда Оля и Вадим ходят в кафе. Есть слово «иногда», поэтому ходят. Каждую субботу моя бабушка ходит на рынок. Есть каждую субботу, поэтому ходит. Андрей не любит ходить в магазины. Есть глагол «не любит», поэтому ходить. Я никогда не хожу в бассейн. Есть слово «никогда», поэтому не хожу. Отлично! Молодцы! Друзья, надеюсь, сейчас вы знаете, когда нужно использовать глагол «идти», а когда нужно использовать глагол «ходить» в настоящем времени. В следующем видео мы подробно поговорим о глаголе «идти». Тут есть еще о чем рассказать. А на сегодня все. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, обязательно подписывайтесь на мой канал. Спасибо, пока-пока!